Всем привет, друзья! С вами Амир Гумеров, и сегодня у меня для вас хорошая новость. Если вы видели мой предыдущий видеоролик, где я жаловался, что сильно лагают приложения в iOS 15, причем лагают приложения практически все, даже родное приложение камера. Родное приложение камера стабилизировалось, работает теперь хорошо, я не знаю, что произошло. У меня еще одна хорошая новость. Дело в том, что обновилась программа ProMovie, сейчас у нее новая версия. У новой версии появилось много всяких разных интересных приколюшек. Например, появилась возможность мониторить звук во время записи через Bluetooth гарнитуру. Это очень хорошо, потому что если вы смотрели мои видео про беспроводные петлички, на самом деле это касается вообще любых петличек, и проводных, и беспроводных, но если вы смотрели видео про беспроводные петлички, я пытался найти такую петличку, которая позволяла бы мониторить звук, потому что у беспроводных петличек очень тонкая грань, где слышно хорошо или где начинаются какие-то косяки по звуку. Так вот, сейчас уже не важно, на какой петличке есть этот мониторинг или нет, потому что появилась возможность мониторить звук оператору с любой петлички. Сразу плюс. Второй вопрос. Если вы смотрели мой обзор на приложение FiiO On, и я говорил, что ой, как хорошо, что на приложении FiiO On есть возможность записывать с Bluetooth гарнитуры. Вот вам, получите. ProMovie тоже умеет теперь записывать с Bluetooth гарнитур. Появились еще несколько всяких разных мелких доработок. Сейчас я вам пробегусь по приложению, расскажу, что может эта программа, чем она такая прикольная и почему не стоит пожалеть 200 рублей на то, чтобы ее приобрести, чем она отличается от родного приложения камера с точки зрения съемки видео. Итак, поехали и давайте начинать разбирать это приложение. Запускаем приложение, и мы получаем на нашем первом экране, мы видим следующее. Сверху справа у нас есть квадратик, который позволяет нам выбрать, как мы будем видеть наш экран. То есть мы можем видеть его вот в таком полном режиме, где будут панельки справа-слева. Мы можем видеть его слегка поменьше, потому что он будет помещаться в 4:3 формат. И можем его просто увеличить, скрывая все остальное. Следующий значок — это режим настройки. В режиме настройки мы можем выбрать, во-первых, какой камерой снимать. Вот смотрите, сейчас селфи-камера. Вот сейчас у нас задняя камера. И здесь мы можем выбрать, опять-таки, в каком режиме будет работать камера. Камера может работать как в двойном режиме, то есть вы можете при помощи зума будете переключаться между ними. Потом, может быть, использовать широкоугольную камеру или телефото. Опять-таки, сколько будет у вас таких кнопочек, зависит от того, сколько у вас на телефоне камер. Дальше. Включение-выключение подсветки. Вот включение-выключение подсветки — это вообще отдельная история. Погодите, сейчас я включил телефотокамеру, что ли. Итак, включение-выключение подсветки. Смотрите, когда вы снимаете без подсветки, когда у вас правильное освещение на видео, у вас, в принципе, по картинке все хорошо. Как только вы включили свет, картинка сразу стала плоская. Вот тенюшки жесткие, вот видите, появились здесь вот у нас от этой камеры как раз. Вот, короче, сильно не советую пользоваться встроенной подсветкой на телефоне, если у вас есть возможность ее не использовать. Яркость экрана. Яркость экрана вы можете менять от 0 до 100%. Вообще, в принципе, на ярком солнышке и вообще в большинстве своем я советую все-таки ставить максимальную яркость экрана, но вы должны понимать, что расход батарейки в этой ситуации будет выше. Вот, допустим, давайте вот как-то вот с такой картинкой посмотрим дальше. Дальше по настройкам. Оверлей. Оверлей — это возможность наложить сверху экрана на картинку что-то, что может вам помогать снимать. Например, сетку. Вот смотрите, так вот нету сетки, у вас нету понимания четкого, где у вас находятся, допустим, те же самые линии золотого сечения. Если вы через оверлей их включаете, вот вам, пожалуйста. Очень удобно, советую пользоваться. Дальше.
направляющие линии. Мы можем поставить направляющие линии, будут ли рисоваться направляющие линии. Если у вас размер экрана отличается от правильного 16:9, то он будет отрисовывать линейки 16:9 сверху снизу. И будет опять-таки, если вы снимаете в киношном формате в анаглифе, то вот он может вам позволить прямо показать разметочкой на экране, как они будут отражаться, как вы будете картинку обрезать потом на постпроцессинге. Видите, да? Лишняя линейка появилась сверху снизу. Дальше поехали. Нивелир. Нивелир вещь тоже полезная, если вы снимаете особенно с руки, для того, чтобы у вас не было возможности завалить горизонт. Вы должны всегда видеть, что вы горизонт туда-сюда завалили. Вот видите. Нивелир состоит из двух индикаторов. Индикатор крена влево-вправо и индикатор заваливания горизонта вперед-назад. То есть, когда вы заваливаете горизонт вперед, шарик убегает наверх. Когда вы заваливаете горизонт в другую сторону, шарик убегает вниз. Точно так же крестик совпадает или не совпадает с эталоном. Практически как на самолете. Дальше поехали. Так, с оверлеем понятно. Превращение. Ну, условно нужный режим на самом деле, потому что поворот экрана, то есть вы можете отзеркалить экран, а вы можете его повернуть кверх ногами, вы можете его перевернуть, включить сразу анаморфированный экран, чтобы был 2.4. Дальше поехали в настроечки. Здесь в настройке мы можем, во-первых, давайте пойдем с самых интересных моментов, да? В расширенных настройках мы можем посмотреть, какой кодек используется для того, чтобы снимать видео. Опять-таки H264 или H265, он же HEVC. 265 более желателен, потому что если ваш телефон позволяет снимать, то у вас, во-первых, место на телефоне сильно экономится, и 4К 60 FPS он снимает только в этом кодеке. Дальше. Начать, закончить запись с использованием кнопок громкости. Это как на айфоне, чтобы в смысле как на айфоне, как в стандартном приложении, чтобы работало. Блокировка кнопки старт-стоп, то есть для того, чтобы вы нечаянно не остановили запись. Для того, чтобы остановить запись, вам надо будет держать кнопочку запись, для того, чтобы остановить ее в течение 3 секунд. Дальше, повышение разрешения. Когда вы переключаетесь между камерами, когда у вас стоит дуал, он у вас может математически вычислять какие-то промежуточные значения, и я вам это категорически не рекомендую ставить, и вообще зумом пользоваться не советую. Режим стабилизации. Режим стабилизации получается уровень 2, это самый высокий, уровень 1 и выключено. Уровень 2 это, как они заявляют, кинематографический стандарт, который максимально плавный. И уровень 2, если вам позволяет телефон ставить, ставьте ее, даже если вы пользуетесь стабилизатором, потому что картинка все равно хуже не станет. Дальше. Улучшенное разрешение особо вам и не нужно. В анаморф, скорее всего, снимать вы тут не будете. И функции пользования внешним монитором. Дальше поехали. Удаление временных файлов, это понятно. Настройка нивелира. Вы можете настроить цвет нивелира. Опять-таки, какие направляющие линии вам нужны, вы можете галочки прямо проставить. Допустим, 4:3, допустим, поставлю, да? Это старый формат, как в телевизоре был. И вот, допустим, и потом уже в менюшке там можно будет выбрать. Дальше поехали. Опять-таки, настройка цвета сетки тоже есть. И стиль сетки. Золотое сечение, 3:3, 4:4, 6:4. В режиме полного экрана, когда он работает в режиме полного экрана, мы можем настроить, что будет скрываться, что не будет скрываться и какая информация будет или не будет отображаться. Итак, поехали дальше по самому интересному. Здесь соотношение сторон видео. Вы можете поставить соотношение сторон 16:9 или 4:3. Разрешение экрана вы можете поставить от 4К до 720 пикселей, вернее наоборот, от 720 пикселей до 4К. Частота кадров от 24 до 60 FPS позволяет мой телефон, он в принципе позволяет делать максимум, что возможно. И вот опять-таки вот тот момент, который не позволяет настраивать сам iPhone. Дело в том, что качество видеозаписи вы никак не можете регулировать на родном приложении iPhone. Здесь вы можете сами выставить. То есть дефолт — это вот то, что iPhone делает. А снимать можно с качеством в 2 раза выше,
чем iPhone снимает родным приложением. Картинка будет прямо значительно лучше. Было проверено нами уже на нескольких фотосессиях. Как только в этом приложении появилась эта функция, это уже функция с позапрошлого, кажется, раза, когда обновлялось приложение. Функция максимум работает хорошо. Картинка становится намного более качественной. Поехали дальше. Самое интересное, что теперь здесь появилось. Во-первых, появилась возможность записывать с микрофона Bluetooth. Это вот с Bluetooth гарнитурой. Появилась возможность мониторить звук. Если вы подключаете сюда внешнее устройство какое-то, например, вот рекордер у меня, когда я записываю иногда видео, ставлю рекордер, то он здесь цепляется как внешнее аудиоустройство. И гейн регулируется здесь у внешнего аудиоустройства. Частота дискретизации вы можете выбрать 44 кГц или 48 кГц. И аудиоформат, опять-таки кодек, вы можете выбрать AAC или PCM. Поехали дальше. В режиме воспроизведения вы можете посмотреть те ролики, которые здесь есть на телефоне, записанные прямо вот этим приложением. Вот это, кстати, нюанс есть, то, что он не сразу в галерею выгружает, а он выгружает ее сначала к себе вовнутрь. Для того, чтобы выгрузить в галерею, вам надо выбрать этот файл и выкинуть его экспорт фото. Или вы можете сразу через AirDrop закинуть на свой компьютер, тоже как вариант. И поехали по панели управления. Что же здесь есть? Здесь вы можете, во-первых, настраивать частоту затвора. По большому счету, с точки зрения фотографии, это выдержка, но есть некоторые нюансы при съемке видео. Я немножечко позже в своих уроках расскажу про частоту затвора. Сейчас вам просто надо знать, что если вы снимаете 60 кадров в секунду, то затвор должен быть 1/120. Если снимаете 30 кадров в секунду, то затвор должен быть, соответственно, в 2 раза больше. Это 60 кадров в секунду. ISO. Вы можете здесь руками поставить ISO. Опять-таки, в родном приложении iPhone, естественно, вы это не можете сделать. Баланс белого то же самое. Здесь вы можете прямо руками настроить. Во-первых, вы можете его поставить вот вручную, или вы можете выбрать автоматический баланс белого, или опять-таки из каких-то пресетов, которые у него были уже в настройке. Опять-таки про серую карту я тоже расскажу, наверное, в отдельном уроке, посвященном как раз теории света, теории цвета на фотографии и на видео. И вот про серую карту там будет у меня достаточно большой раздел. На самом деле там все просто. Дальше. И ручной баланс белого, но тут все понятно, да? Вы можете в кельвинах поставить температуру цвета. Дальше фокус. То, что не может приложение камера на телефоне, это руками настраивать фокус. То есть вы можете прямо сами тихонечко подвинуть фокус. То есть в процессе съемки видео вы можете изменять фокусировку. И это, для каких-то эффектов очень даже полезно. Желательно пользоваться. Но, к сожалению, кстати, да, когда вы снимаете со стаба, фокус не потрогаешь. То есть фокус не работает с моим стабом почему-то. Дальше поехали. Зум. По поводу зума я вам уже говорил. Не трогайте его вообще никогда. И сверху панелька, которая показывает, сколько у нас сейчас времени идет запись. Вот, допустим, включим запись. Пошла запись. Видите, секунды пошли. Дальше, следующее, это сколько времени у нас в памяти осталось на запись видео. То есть мы 14 минут сможем записывать 4К 60 FPS. У меня тут место почти кончилось. Соответственно, осталось 12,9 гигабайт свободным. Режим стабилизации номер 1. 47% осталось. Собственно говоря, все, что есть в этом приложении, я сейчас вам рассказал. Интересное приложение. Настоятельно рекомендую его хотя бы попробовать, потому что бесплатная версия там тоже есть. Она, правда, с шильдиком, с водяным знаком снизу. Но, тем не менее, вам понять, нужно вам это или нет, я думаю, что точно хватит. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписаться, не забывайте нажать лайк, колокольчик, написать комментарий, если у вас есть вопросы. Постараюсь на все ответить. С вами был Амир Гумеров. Всем удачи и всем пока.